Всем привет, друзья! Это третий выпуск моего проекта о Первой Республике Армения. На сайте, ссылка в описании, вы найдете все видео по этой теме, а также исторические статьи, пересказывающие содержание роликов в текстовом формате. В этой серии мы поговорим об армяно-грузинской войне, Первой зиме республики, Парижской мирной конференции, операции ЗОТ и аннексии Карса. Если вам нравится проект, поддержите его лайком и подпиской. А также можете помочь материально через Boosty для стран СНГ, через Patreon для международной аудитории или разовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! В декабре 1918 года, несмотря на тяжелое экономическое и политическое положение, Армения и Грузия, каждый убежденный в жизненно важных национальных интересах, вступили в войну друг с другом. Этот двухнедельный конфликт опозорил обе молодые республики и поколебал веру иностранных наблюдателей в возможность существования независимых государств в Закавказье. Осенью 1918 года грузинское правительство предложило всем трем республикам Армении, Грузии и Азербайджану, а также Горской республике, созвать Транскавказскую конференцию в Тифлисе, намеченную на 3 ноября 1918 года. Повестка включала взаимное признание независимости, разрешение споров вплоть до арбитража и выработку совместных действий на Парижской мирной конференции. Армения восприняла ход Грузии как диктатуру и попытку протолкнуть фаворитную повестку. Ее представители указывали на то, что границы обсуждаться напрямую заинтересованными сторонами, а не четырехсторонним комитетом, и высказывали опасения, что на конференции может сложиться мусульманско-георгиевский блок против Армении. Кроме того, армянская сторона не была готова направить делегацию к назначенному сроку, поскольку сообщение грузинской ноты о конференции дошло до Еревана лишь 7 ноября. 8 ноября армянский парламент осудил диктаторское устремление кабинета Жордания, отказался участвовать в конференции при существующей повестке и потребовал исключить из нее вопрос о границах. Грузия и другие республики попытались провести встречу без Армении. 10 ноября собрались делегаты Грузии, Азербайджана и Горской республики. Однако без участия армян конференция фактически так и не состоялась. Грузия предложила считать дальнейшее неофициальное решение обязательными, если армяне не явятся, но другие участники отвергли это. В итоге было решено еще раз призвать Армению направить переговорщиков, а затем отложить заседание до конца месяца. Тем не менее, ни новая встреча, ни согласование общего международного форума так и не состоялись. Тифлисская конференция сорвалась, республики так и не смогли договориться о порядке обсуждения спорных вопросов, что усугубило дальнейшую эскалацию противоречий. Параллельно велись двусторонние переговоры по спорным территориям. Грузинская сторона, Мдивани, настаивала на учете стратегического положения, а Армения, министр Сиракан Тигранян, на этническом принципе. В середине ноября 1918 года Тигранян, ссылаясь на прежние соглашения 1917-18 годов, отстаивал включение в Армению районов Ахалкалаки и Лори с армянским населением. Тогда как Мдивани отвечал, что сейчас каждый клочок Тифлисской губернии нужен Грузии, и что стратегически можно признать лишь часть Лори, а Ахалкалаки Грузия уступать не намерена. 19 ноября Грузия поручила Мдивани стоять твердо по Ахалкалаки, но быть готовым обсуждать Лори, и запретила в другом случае уступать интересы Грузии. 28 ноября грузинское руководство разрешило согласовать предварительный пограничный договор. Предлагается считать границу армяно-грузинской линии, существовавшей между губерниями Тифлиса и Еревана. Армяне откликнулись резко. 1 декабря Тигранян вновь вернулся к этническому принципу и объявил, что если Грузия откажется от претензий на Ахалкалаки и Лори, Ереван будет оправдан в возвращении к рассмотрению других спорных зон. При этом Мдивани подчеркивал, что территории являются гранически грузинскими, но готов продолжать переговоры. Дискуссии оставались острыми и не привели к компромиссу. Грузия тем временем заняла Ахалкалаки и Ахалтихский уезд после отступления османских войск. В ноябре 1918 года они объявили о восстановлении власти и обещали управлять регионами военным губернаторством. Армянская сторона возмутилась. Ее представители указывали, что тысячи армян покинули Ахалкалаки из-за турецкой оккупации и просили разрешить им переселиться на территорию Армении. Но грузины отказались
отказали, считая жителей своими подданными. В результате 8 декабря грузинские войска без сопротивления вступили в Ахалкалаки. Грузия объясняла это необходимостью защиты населения после долгой оккупации. Армения же квалифицировала действия Грузии как насильственное расширение зоны контроля и заявляла, что жертвами похороненного за линией границы народа пренебрегли до тех пор, пока не возникла возможность аннексии. Конфликт переместился в уезд Лори. В июле-октябре 1918 года армянская армия под командованием генерала Дро очистила от турок юг Лори. Грузинские же части в северном Лори относились к местным армянам с пренебрежением, забирая дома и продукты питания для нужд армии. Армяне уставали от произвола и в декабре 1918 года начали обращаться в Ереван с призывом освободить Лори. Вооруженное столкновение началось в начале декабря. Жители деревни Узунлар, уставшие от обысков и жестокости грузинских солдат, подняли восстание, в ходе которого были избиты грузинские офицеры. Грузинский командир, полковник Цулукидзе, докладывал 9 декабря, что под видом бандитов действуют солдаты 4-го армянского полка. Они обстреляли грузинский пост в Узунларе и напали на Санахинский вокзал, захватив 45 кавалеристов и несколько грузинских офицеров. Ситуация быстро ухудшалась. Вечером 10 декабря Цулукидзе сообщал о 300 армянских партизан и использовании горных валунов для засады. Штаб армии Цулукидзе просил подкрепления. Армяне же утверждали, что это народная самооборона от грузинских репрессий. Оба лагеря обвиняли друг друга, но к середине декабря в Лори уже шла настоящая война. После начала столкновений связь между Ереваном и Тифлисом была прервана. В Каракелисе 10 декабря министр иностранных дел Грузии Мдивани узнал об открытом конфликте. Он немедленно выдвинул требования к Армении. Грузины обещали временно оставить лишь гражданское управление на части Лори, если армяне удалят свои войска. В ответ 12 декабря премьер-министр Армении Качазнуми направил Грузии нотку. Он требовал немедленной эвакуации грузинских войск из Барчалинского уезда, части Грузии, занятой противником, и предупреждал, что в противном случае Армения будет вынуждена принять меры для защиты своих граждан. Грузия отрицала нападение на армян и возлагала вину на провокацию армянских формирований. В парламенте страны 15 декабря звучали призывы к защите государства от врагов, стремящихся развязать кровавый конфликт между народами. Британо-французские посредники пытались предотвратить войну. Генерал Томпсон с Черноморской флотилии был направлен в регион, а британский офицер капитан Грин предложил себя посредником. Армения согласилась направить делегацию к Грину, но грузинская сторона в итоге не прислала своих представителей. Посредническая инициатива провалилась. Утром 14 декабря армянские войска перешли к контрнаступлению. Боевые документы показывают, что армяне заранее подготовили план захвата территории до реки Храми и наступили сразу 3 фронтам. Грузинские войска были численно сильнее, но армяне наступали по земле, населенной дружественным населением. К вечеру 14 декабря войска Армении заняли ключевые точки: заставы Санаин и Воронцовка, город Алаверды и село Михайловка. 15 декабря оставшимся грузинским частям пришлось отступить. В этот день армия Армении контролировала Санаин, Алаверды и окрестные высоты. Ценой больших потерь оборона Грузии была прорвана. По инициативе Великобритании в ночь на 31 декабря в Садахла было подписано мирное соглашение. И с 1 января 1919 года боевые действия прекратились. Уже 9 января в Тифлисе началась конференция Грузии, Армении и Британии. По договору от 17 января север Барчалинского уезда передавался Грузии, юг Армении, а центральная часть объявлялась нейтральной зоной под управлением английского генерал-губернатора по решению Антанты. И война закончилась так же стремительно, как и началась. Первой зимой 1918-19 годов Республика Армения оказалась в тяжелом положении. Независимое армянское правительство под председательством Качазнуми фактически оставалось изолированным. После вывода турецких войск страна оставалась сухопутной, ограниченной только Ереванской губернией и прилегающей северными районами Лори. В этих северных областях фактически не действовала центральная власть. Мусульманские населенные пункты Лори и Казаха игнорировали распоряжения правительства Еревана. А во многих местах преступные банды безнаказанно терроризировали мирных жителей. Внутриполитическая обстановка была нестабильной.
доминирования партии Даштак-Тютюн в коалиционном правительстве встречало сопротивление более либеральных сил. Так, члены либеральной популистской партии разочаровались в политике дашнаков и вскоре оказались от участия в кабинете, посчитав невозможным провести подлинную парламентскую демократию. Одновременно наблюдался стремительный распад государственных структур. Множество чиновников и даже министров покидали свои посты или не могли выполнять функции из-за невыносимых условий. К примеру, министр просвещения Микаэль Атабекян вскоре уехал из Еревана, фактически оставив ведомство без руководителя. Заместитель премьер-министра Левон Гулян выехал в Тифлис по особому поручению и временно оставил должность. После чего министра продовольствия Самсон Арутюнян принял на себя функции провиантной службы. Однако вскоре и он покинул столицу, передав дела Мелику Каракозову. Министерство внутренних дел сначала возглавлял Хатисян, но уже к концу зимы этот портфель стал за Арамом Манукяном. Частые перестановки во главе ключевых министерств и слабость центрального аппарата серьезно затрудняли управление страной. Гуманитарная ситуация была катастрофической. К концу 1918 года число армянских беженцев из Турции и других зон боевых действий достигла примерно 500 тысяч человек, из которых около 350 скопились в пределах Ереванской губернии. Зима 1918-19 годов оказалась одной из самых длинных и суровых в истории региона. Бездомные беженцы и мирные жители, лишенные еды, одежды и лекарств, буквально пережили ад в сильные метели. От голода люди порой выходили на демонстрации и даже устраивали бунты за пищей. Но государственные продовольственные склады были пусты. В стране началась тяжелейшая эпидемия сыпного тифа, уносящая тысячи жизней среди всех возрастных групп, особенно детей. Трупы погибших сыпным тифом собирали по улицам сотнями. Из-за крайней нищеты и голода зафиксированы ужасающие случаи каннибализма. Голодные люди раскапывали могилы, разбивали кости и поедали мозг покойников. Только в одном Новобаязидском уезде от голода умерло более 25 тысяч человек. На международной арене Армения оставалась в изоляции. Страна окончательно оказалась без выхода к морю и была окружена территориями соседних республик, не всегда дружественных. Соседи оказывали лишь ограниченную поддержку. Представители Антанты посещали Ереван и обещали помощь, вселяя надежду на скорую доставку продовольствия. США направили значительную гуманитарную помощь. Американский комитет помощи Ближнему Востоку под руководством Бартона доставил в регион более 10 тысяч тонн продовольствия и одежды. К весне 1919 года активное участие американской администрации помощи во многом предотвратило массовый голод и вымирание населения. Одновременно армянское руководство приступило к активной дипломатии. 22 января 1919 года премьер-министр Качазнуми объявил о направлении за границу делегации с целью мобилизации международной помощи. Тем не менее, на тот момент международное сообщество не смогло оперативно решить всех проблем Армении, и республика продолжала сталкиваться с тяжелыми внешними и внутренними кризисами. Кризис привел к тяжелым последствиям для всего общества. Массовый голод и эпидемии сломили хрупкий уклад жизни. Население было деморализовано и ослаблено. Из-за бездействия властей в крестьянской среде резко выросла преступность и самоуправство. Вооруженные бандформирования грабили селения и караваны, а жители, не дожидаясь помощи, шли на отчаянные шаги, нападали на склады и товары. Голод и болезни нанесли невосполнимый урон демографии. По разным оценкам, за зиму вымерла значительная часть сельского населения. Ужасные свидетельства переполняли хроники того времени. Описаны случаи, когда отчаявшиеся люди, не находя ничего другого, поедали останки умерших. В целом, уже к весне 1919 года армянское общество переживало тяжелую гуманитарную катастрофу. Только в отдельно взятом уезде Новобаязид погибли десятки тысяч человек, что ясно отражает степень трагедии первой зимы молодой республики. В тяжелые месяцы 1919 года руководство Армении с тревогой ожидало решения Парижской мирной конференции. Победа Антанты давала надежду на создание свободного и единого армянского государства. Обсуждались две программы: максималистская «Армения от моря до моря» с включением русской и турецкой Армении, прибрежных областей и 6 вилаетов, и более умеренная
объединение российских и части турецких армянских земель с выходом к Черному морю под протекторатом крупной державы. 30 декабря 1918 года парламент избрал Аветиса Агараняна главой делегации на конференцию. Он получил широкие полномочия и прибыл в Европу с Микаэлем Пападжаняном, Амазаспом Аганджаняном и секретарем Тиграном Мирзаянцем. Весной 1919 года к ним присоединились Габриэль Карганян и экономист Артем Пиралян. Из-за армяно-грузинской войны путь делегации осложнился. Грузинские власти задержали ее в Тифлисе, а Мирзаянца даже арестовали. Лишь после вмешательства британского командования она смогла продолжить путь, и 13 января 1919 года через Константинополь добрались до Марселя. Парижская конференция открылась 18 января, без участия Армении. Несмотря на заявление Вильсона о самоопределении малых народов, Армения считалась частью бывшей Российской империи, и ей был дан лишь статус наблюдателя. Делегаты передавали требования письменно и через посредников. В Париже к Агараняну присоединился Национальный комитет Пагоса Нубара Паши. Хотя Агаранян представлял русских армян, а Нубар турецких, обе стороны стремились к единой цели и создали делегацию Единой Армении. Нубар, более опытный дипломат, де-факто стал главным переговорщиком, что отражало компромисс между двумя центрами. Армянская делегация представила меморандумы о правах и нуждах армян. 21 января 1919 года американские и армянские советники направили Вильсону документы о будущем Кавказа. Американская комиссия под руководством Лансинга предложила признать независимость армян Транскавказья в рамках единого государства, создать международную зону в районе проливов, выделить отдельное турецкое государство в Анатолии и предоставить Армении мандат Лиги наций. Эти предложения соответствовали ожиданиям армян, хотя признавалась сложность вопроса из-за их малочисленности на претендуемых территориях. Великобритания в целом придерживалась схожего подхода. В декабре 1918 года премьер-министр Ллойд Джордж и другие министры заявляли о необходимости освобождения армянских долин от турецкой тирании и недопустимости разделения армян. Британские аналитики готовили доклады и карты, предлагая включить в Армению 6 турецких вилаетов и провинции Русской Армении – Ереван, Карс. Подсчеты показывали, в таком государстве армяне составляли бы около 40%, а татары и курды – большинство. Обсуждался и Карабах. Часть британских схем включали его и Александрополь в Армению. Другие предлагали переселить карабахских армян в Ереванскую губернию, если Азербайджан настаивал на своих претензиях. В середине декабря 1918 года в кабинет войны были представлены варианты границ Армении от Черного до Средиземного моря. Спорные районы Эрзурума, Лори, Ахалциха предлагалось временно оставить за Грузией. В этих проектах отчетливо просматривался британский интерес – создание крупных дружественных государств, ограничивающих влияние России и Турции. На конференции армянские притязания столкнулись с требованием соседей. Персия в марте 1919 года выдвинула обширные претензии, фактически предлагая восстановить Персидскую империю, почти всю Армению, Азербайджан, часть Северного Кавказа, районы Курдистана и север Месопотамии. Союзники встретили это скептически. Британия отказалась персам в полноценном представительстве и пересекла обсуждение их проекта. К середине 1919 года Тегеран сам дистанцировался от этих планов, а отношения с Арменией оставались дружественными. Грузия претендовала на значительную часть Закавказья, конкурируя с Арменией. В декабре 1918 года грузинские эмиссары в Лондоне представили материалы о исторических территориях, требуя Лори, Батум и часть Ереванской губернии, а также районы Лазистана и даже земли Северной Осетии. Эти претензии пересекались с армянскими требованиями по Лори и Карсу. Лондон отвечал осторожно. Он был готов с сочувствием относиться к идее независимости Грузии, но без преждевременного признания. Делегация Чхиидзе и Церетели прибыла в Париж в марте 1919 года, однако ее встречали настороженно. Все же Франция и Британия допустили в столицу двух грузинских представителей. Азербайджан заявлял претензии на большую часть Закавказья. Его лидеры утверждали, что Турции не нужны новые территории, а целью Азербайджана является закрепление контроля над западной частью региона.
В начале 1919 года Алимарданбек Топчебашев и Расул-Заде определили предполагаемые границы Бакинской и Елизаветопольской губернии, южные районы Тифлисской и Ереванской губернии, Закаталы. После ухода турецких войск премьер Хойский расширил претензии, включив части Дагестана и значительную часть Ереванской губернии, что фактически блокировало бы Армению. Делегация Азербайджана, как и армянская, долго не могла добираться до Парижа и прибыла лишь весной 1919 года. 23 мая Топчебашев встретился с британским советником Маллетом, интересуясь возможностью британского мандата и признания независимости. Маллет отметил, что мандаты за пределами арабских зон исключены, а признание зависит от общей конференции. В Париже Топчебашев представил подробный меморандум с экономическими и историческими обоснованиями. Однако великие державы не спешили удовлетворять такие притязания. Президент Вильсон, приняв азербайджанцев, повторил знакомую позицию. Он не поддержал дробление региона и предполагал рассмотреть объединение народов Закавказья в конфедерацию. При этом он подчеркнул, что статус Азербайджана зависит от решения русского вопроса. Как известно, в ряде районов Ереванской губернии преобладало мусульманское татарское население. Восточное побережье озера Севан не являлось исключением. После обретения независимости Армения фактически не контролировала этот участок Нор-Баязитского уезда. Де-факто центром данного региона являлось село Зод, расположенное на границе с Джаванширским уездом в составе Карабаха и на севере с Ганзакским уездом. В течение нескольких месяцев район Басар-Гичара фактически находился в окружении турецких сил и был вынужден организовывать самостоятельную оборону. В целях защиты территорий вокруг Басар-Гичара было создано 5 оборонительных постов. Бывший комиссар Басар-Гичара Аббас Алин, стремясь присоединить район к Азербайджанской республике, направил влиятельных представителей местного тюркского населения в Генджу с целью добиться военной помощи и включения региона в состав Азербайджана. Эти действия стали первой волной антиармянской активности в данном регионе. В ответ осенью 1918 года в Нор-Баязит прибыл Тигран Багдасарян вместе с правительственными войсками. Попытка официально вызвать Аббаса Алина в Нор-Баязит не дала результатов, поскольку он отказывался признавать как уездную администрацию, так и правительство Республики Армения в целом. После безуспешной попытки диалога Тигран Багдасарян с правительственными войсками направился непосредственно в Басар-Гичар. Там он предъявил местному тюркскому татарскому населению ультиматум, предоставив 3-дневный срок для сдачи вооружения и уплаты налогов. Ультиматум был проигнорирован, в результате чего армянские силы начали боевые действия, открыв артиллерийский огонь по селению Мец-Мазра. В условиях возникшей паники представители местного населения обратились с просьбой прекратить огонь и согласились выполнить выдвинутые требования. Армянской стороне было выдано 450 винтовок и выплачено 20 тысяч рублей в качестве налогов. После временного прекращения военных действий Тигран Багдасарян покинул Басар-Гичар и 12 ноября направился в Ереван. Восточное побережье озера Севан на протяжении длительного времени оставалось вне контроля государственных структур. В условиях фактического безвластия убийства, грабежи и другие преступления происходили безнаказанно. Это нестабильной ситуацией активно пользовалась Азербайджанская республика, направляя на территорию тюркские и татарские группы с целью дестабилизации обстановки, усиления межэтнического и межрелигиозного напряжения, что постепенно приводило к еще большей эскалации кризиса. К январю 1919 года положение стало критическим. По всей территории Армении ощущались последствия масштабного голода и высокой смертности. В условиях крайней нужды часть западноармянских беженцев, доведенные до отчаяния, организовали вооруженные нападения на соседние мусульманские села. Общее число участников этих рейдов составило порядка 1000 человек. Ситуация была частично стабилизирована с прибытием армянской милиции, которой было дано распоряжение привлечь к ответственности всех, кто принимал участие в преступных действиях, независимо от их этнической принадлежности. Позднее стало известно, что значительная часть мусульманского населения начала покидать эти села
престола, перебираясь в пределы Гянджинской губернии. Распространялись слухи о предстоящих военных действиях весной, что усиливало миграционные настроения среди татарского населения. В более спокойный период, 24 февраля, в село Мецмазра прибыл ротмистр Александр Селикян, сопровождаемый военным подразделением, дивизией и полуэскадроном. Делегация, в которую также входили младший брат Александра Аршак Селикян, а также офицеры Шишкевич и Хачатурян, была встречена местными татарами с традиционными знаками гостеприимства, хлебом и солью, и была приглашена в село Зод. 25 февраля Александр Селикян, Шишкевич и часть сопровождающих их войск направились в Зод, где посетили дом одного из наиболее влиятельных представителей местного мусульманского населения, Агиляра Саманда ага Касяминского, владевшего обширными землями на восточной побережье озера Севан. В ходе встречи ротмистр Селикян поставил четкие условия. Мусульманские общины региона должны были начать поставки хлеба и молочных продуктов, дефицит которых ощущался в Республике Армения. Представители татарского сообщества выразили готовность обсудить этот вопрос и пообещали попытаться найти решение. В качестве знака доброй воли Касяминский пригласил Аршака Селикяна прибыть в Зод из Басаргичара. Однако в ночь на 27 февраля произошло жестокое предательство. Местные татары напали на армянских представителей в домах, где те находились на ночлегу. В результате внезапного нападения с особой жестокостью были убиты ротмистр Александр Селикян и его брат Аршак Селикян, офицеры Шишкевич и Хачатурян, а также 11 солдат армянской армии. Особое варварство заключалось в том, что тела братьев Селикян были обезглавлены, а их головы выставлены на показ в соседних мусульманских селах, сопровождаясь насмешками, криками и унижением. С места трагических событий удалось спастись лишь двоим выжившим. Один из них Рубен Аванесович Арзоев, 22 года. По его показаниям, данные им в Нор-Баязете, он сопровождал Александра Селикяна вместе с остальными представителями армянской стороны при поездке в села Мецмазра и Зод. Согласно свидетельству Арзоева, 26 февраля представители местного татарского населения заявили, что им необходимо время на обсуждение поставленных условий и пообещали предоставить ответ на следующий день. Тем же вечером, по приглашению Агиляра Саманда ага Касяминского, к делегации присоединились младший брат ротмистра Аршак Селикян и офицер Хачатурян. Утром 27 февраля группа татар прибыла к дому, где находился Александр Селикян, и официально сообщила об отказе выполнения выдвинутые армянской стороной требования. По словам Арзоева, Селикян выразил недовольство подобным развитием событий. Однако вскоре стало ясно, что за отказом стоял заранее подготовленный план. Силы татар окружили дом, в котором находились армянские представители, и открыли по ним огонь. Перестрелка продолжалась около 3 часов. После этого, по предложению старосты села Мецмазра Машади, участники осажденной группы приняли решение покинуть дом с намерением вернуться в Басаргичар и успокоить местное население. Однако данное предложение оказалось ловушкой. В центре села Зод все члены армянской делегации были зверски убиты, а личные вещи разграблены. В живых остались только двое – Адибек Меликов и Рубен Аванесович Арзоев. Их отвели в село Агружда, где после краткого содержания было решено отпустить их на свободу. Перед уходом им передали послание для армянской стороны: «Если вы хотите войны, мы готовы воевать». 14 апреля резня в Зоде вызвала серьезные волнения в Республике Армения. Произошедшее стало не только актом кровавого предательства, но и сигналом потенциальной дестабилизации. Армянское руководство опасалось, что трагедия может спровоцировать аналогичные сепаратистские выступления в других мусульманонаселенных районах страны. После событий в Зоде Азербайджанская республика де-факто включила село в свой состав и начала направлять в регион дополнительную военную помощь, тем самым усилив напряженность в пограничной зоне. На дипломатическом фронте реакция Великобритании была примечательной. Несмотря на известные противоречия и двойственные подходы в ее политике по отношению к Зангезуру, Карабаху и Нахичевану, в случае с восточным берегом озера Севан британская сторона, судя по всему, обладала полной информацией о происходящем. Однако, в отличие от других спорных регионов, по данному вопросу Великобритания демонстрировала поддержку территориальной целостности Республики Армения и не признала попытку изменения контроля над Зодом. Армения пыталась решить зодский вопрос мирным путем. Однако к апрелю терпение закончилось, и было решено прибегнуть к военному варианту. Армянские вооруженные силы начали операцию Зод. 14 апреля все
7 часов утра. Руководителем штаба вооруженных сил двух групп был Александр Шнеур, а разработкой плана операции занимался Мавсес Селекян. 15 апреля армянская сторона предприняла попытку разрешения конфликта мирным путем, направив в село Зод делегацию с белыми флагами. Однако по ним был открыт огонь со стороны вооруженных татарских формирований. Аналогичный инцидент произошел и на следующий день, 16 апреля. В тот же день, 15 апреля, татарскими вооруженными отрядами были захвачены 4 села. Эти населенные пункты к тому моменту были полностью покинуты местными жителями, и все имущество было разграблено и уничтожено. 17 апреля, в соответствии с приказом, полученным из Басаргичара, армянские вооруженные силы начали наступление на Зод. Примечательно, что село было занято без единого выстрела. Татарские формирования, ранее контролирующие территорию, бежали при приближении армянских войск. Несмотря на это, армянская сторона понесла потери. В ходе наступательных операций погибли 3 военнослужащих, 18 было раненых, включая одного командира. 16 апреля армянские вооруженные силы начали наступление из Тагикенда в направлении села Шоржа. После ожесточенных боев село было взято под контроль, а татарские формирования отступили в горные районы. В период с 16 по 17 апреля армянские войска также захватили село Джил, а 17 апреля покинутые местным населением населенные пункты, где боевые действия сопровождались ожесточенными столкновениями. Кроме того, армяне захватили село Агружда. 18 апреля в село Шишкая была отправлена новая мирная делегация. Однако во время ее прибытия по ней был открыт огонь, в результате чего один посланник погиб, 3 получили ранения. При поддержке артиллерии и в ходе боевых действий армянские войска захватили село Шишкая. Там было выявлено скопление около 1000 татарских военнослужащих. В ходе операции армянская сторона понесла потери, 1 погибший и 8 раненых. 18 апреля татарские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступления с целью вернуть контроль над селом. Однако атака была успешно отражена армянскими войсками в ходе организованной контратаки. В тот же день армянские силы продолжили продвижение и заняли село Кесамен и Мецмазра. Несмотря на наблюдавшиеся перемещения войск и отдельные нападения с азербайджанской стороны, операция армянской стороны была доведена до полного успеха. После взятия села Шишкая армянские подразделения перешли в решительное наступление, в ходе которого без сопротивления установили контроль над селами Кызылкент, Джил, Артаниш и Шоржа. Таким образом, к концу дня весь восточный берег озера Сиван, а также вся территория Норбоязетского уезда перешли под фактический контроль Республики Армения. В начале 1919 года правительство молодой республики Армения пыталось расширить территорию за счет области Карс, надеясь на поддержку Антанты для восстановления границ бывшей Российской империи 1914 года. Фактически аннексия османской части Армении планировалась после установления контроля над западными и южными районами. Весной 1918 года более 100 тысяч армян бежали из Карса в губернии Ереван и Тифлис, переживая тяжелые лишения. Осенью 1918 года, когда османские дивизии покинули Ереванскую губернию, многие переселенцы оказались в Александрополе и ждали вмешательства союзников, но помощи не последовало. Попытки беженцев вернуться вглубь области часто заканчивались гибелью из-за турецкой 9-й армии генерала Якуба Шевки-Паши, удерживавшей Карс. Согласно Мудровскому перемирию, османские войска должны были покинуть Закавказье, кроме Карса и части Батумской области, с возможной полной эвакуацией после решения союзников. В конце 1918 года в Карс и Батуми стянулись около 50 тысяч турецких солдат. Турция затягивала вывод войск, ссылаясь на зимние трудности, но союзники настаивали на немедленной эвакуации. Шевки-Паша готовил войска к уходу, оставляя офицеров для помощи местным мусульманам и скрывая оружие. Он предупреждал, что без контроля за провинцией могут возникнуть массовые столкновения с беженцами и вооруженными группами. При поддержке Шевки-Паши мусульманские лидеры Карса создали Карский мусульманский совет 5 ноября, а затем Национальный мусульманский совет во главе с Фахреддином Беем и полковником Ибрагимом Чахингир-Заде. Около 8 тысяч вооруженных подчиненных обеспечивали контроль почти всей области и могли противостоять армянам и грузинам, даже после ухода турецких войск. 6 января 1919 года британский генерал Форести Уокер
встретился с армянским министром Сераканом Тиграняном и предложил перевести Карс под Временное британское военное управление. Армения получила право назначать гражданских чиновников под надзором военного губернатора, что стало прецедентом. Аналогичной возможности лишилась Грузия. 7 января Форестер Уокер вручил Шевке Паше директивы по выводу турецких войск. Они должны были оставаться в лагерях, не мешать эвакуации и пропускать колонны к Эрзуруму. Были гарантированы неприкосновенность частной собственности и минимальные продовольственные нормы для османских солдат. 8 января подписан меморандум. Все гражданские должности назначаются армянским правительством, а чиновники подчиняются одновременно армянскому министерству внутренних дел и британскому губернатору. Армянская жандармерия постепенно вводилась в районы после ухода турок с соблюдением прав местного населения. Мусульмане имели право участия в местных советах, а армянская администрация рекомендовали действовать осторожно, чтобы избежать межнациональных конфликтов. Все условия подчеркивали, что они отменяют будущие армянские претензии на Карс. После переговоров Форестер Уокер назначил капитана Клайва Темперли военным губернатором Карса, а армянское правительство утвердило Степана Карганяна гражданским губернатором. Армения фактически получила контроль над провинцией, что позволило готовить возвращение около 100 тысяч беженцев и использовать продовольственные склады Карса для снижения нехватки республики. Однако мусульмане Карса 17-18 января 1919 года провели съезд делегатов и отвергли армянскую и грузинскую власть, провозгласив автономное Юго-Западно-Кавказское государство. Его временным представителем возглавил Ибрагим Чехангир-Заде как министр обороны и фактически глава республики. Государство простиралось от Аджарии до Нахичевани. Официальным языком стал турецкий, флагом османский. Законодательный орган избирался демократически, а делегаты угрожали восстанием, если исторические турецкие вилаеты будут переданы другим народам. В этот период отряды Юго-Западно-Кавказского правительства наладили сотрудничество с турецкими националистами. В Тифлис был направлен представитель Шуры Зенель Ага Аглы для защиты мусульманских интересов перед союзниками, а Фахреддин Бей отправился в Турцию для связи с силами Мустафы Кемаля. 13 января 1919 года Шура направила воззвание лидерам Антанты, обвиняя британцев в навязывании армянской администрации Карсу. В письме отрицалось присутствие армян в регионе, выдвигались обвинения в массовых расправах над мусульманами и звучала угроза вооруженного сопротивления в случае установления армянской власти. Воззвание от имени мусульман Карса и соседних районов подписал Ибрагим Бей. В начале января 1919 года подполковник Темперли прибыл в Карс с ротой британских солдат и армянскими чиновниками, но караван был встречен сотнями вооруженных мусульман. Под угрозой насилия Темперли приказал армянским чиновникам вернуться в Александрополь, фактически признав власть мусульманской Шуры. К концу января Шевки Паша полностью вывел турецкие войска, которые затем стали основой националистических армий Мустафы Кемаля и генерала Карабекера. К середине февраля британцы изменили позицию из-за продовольственного кризиса и стратегических соображений, рассматривая мусульман Карса как буфер против возможного возрождения России. 14 марта 1919 года генерал Томпсон предложил компромисс. Армения получила юг Карса и Кагызман, Грузия с севера Ардагана, Турция Олти и остальную часть Ардагана. В спорные северные районы предусматривалось грузинское управление, а Армения неофициально просила сохранить за собой Ахалкалаки и Ларийский уезд. Британский генштаб во главе с Андрю Уилсоном директивой от 15 февраля потребовал как можно быстрее вывести войска из Карса. Генерал Милн предупреждал, что уход приведет к внутренней нестабильности и настаивал на передаче управления Южным Кавказом Армении или Грузии без участия британских солдат. В результате Томпсон отказался от активной обороны Карса. Гарнизон сократился до нескольких сотен человек, а вопрос о будущем области был передан на уровень армяно-грузинской договоренности. Однако 23 марта 1919 года, получив сведения о сопротивлении мусульман и проникновении турецких отрядов, Милн распорядился готовить захват Карса. Уже 24-25 марта британская политика резко изменилась. Карс, включая Нахичеван, был подчинен британскому военному командованию. Создано Южное командование, а полковник Дэви получил полномочия начать операцию в районах Карса и Нахичевани. Генерал Томпсон подтвердил, что эти территории будут переданы армянскому правительству до решения мирной конференции, фактически признавая аннексию.
Территорию Борчалу планировалось разделить между Арменией и Грузией. Одновременно решалась репатриация беженцев до старой русско-турецкой границы. Шура признавалась нежелательным элементом. Ее лидеров предписывалось депортировать, а подозрительных турок арестовать и отправить в Тифлис. Все действия должны были завершиться к 30 апреля 1919 года, после чего предусматривался полный вывод британских войск с сохранением малых миссий при армянской администрации. Британские войска готовились подавить Шуру, арестовать ее лидеров, разоружить гарнизоны и обеспечить безопасность армянской администрации. При этом внимание уделялось распределению продовольствия беженцам. В начале апреля 1919 года британцы усилили гарнизон Карса. Численность до примерно 2500 человек под командованием полковника Престона. Дополнительно в Александрополе находилась рота пулеметного батальона и до 2000 армянских солдат для сопровождения возвращения беженцев. После прибытия подкреплений генерал Милн доложил в Лондон о своем решении арестовать офицеров турок и членов мусульманской шуры. Решение объяснялось антиантантичной позиции Шуры, сотрудничеством с османским штабом и угрозе захвата провианта и боеприпасов. Милн считал, что быстрые и решительные меры предотвратят кровопролитие в Карсе. 11 апреля 1919 года британские войска начали наступление. К утру 12 апреля окружили здание Меджлиса, законодательного органа мусульманской шуры. Престон зачитал приказ Томпсона о распуске правительства. Депутаты сдались без сопротивления. Были арестованы 10 лидеров шуры, включая Ибрагима Бея, а также несколько протестующих. Всех выслали в турецкую тюрьму на острове Мальта. К 13 апреля областное правительство фактически перестало существовать. Несколько дней спустя британцы ввели военное положение, прочесывая город и окрестности, изымая оружие и снаряжение. Крепости и склады были опустошены. Около 30 тысяч винтовок и 5000 револьверов и многое другое изъято или сожжено. Часть вооружения отправлена в Тифлис. Молниеносное поражение Юго-Западно-Кавказской республики вызвало противоречивую реакцию. Азербайджан осудил распуск Шуры как нарушение обещаний Британии, а османское правительство потребовало освобождения арестованных граждан. Грузия, напротив, приветствовала падение Шуры, получив контроль над северной частью Ардагана и считая это укреплением региональной стабильности. В апреле 1919 года британцы формально учли интересы мусульман, создав временную шуру с председателем Эсадом Октайбеем и представителями татар, греков, курдов, русского и молоканина при фактическом сохранении армянского контроля. В ночь на 14 апреля британские солдаты опубликовали указ о распуске прежнего правительства, а железнодорожные эшелоны увозили остатки армянских складов и обозов, оставляя базары и мастерские пустыми. Продолжение следует.